Волшебные кисти для Photoshop существуют, и сейчас я вам это докажу. Весь секрет в том, чтобы расположить кисти так, как идет процесс вашей работы. Но при этом условие, что у вас уже порядок в кистях. О порядке в кистях я говорила в другом видео. Здесь немного повторю. Самое главное, что ваши кисти, они должны быть расфасованы по папкам и категориям. Допустим, текстурные отдельно, кисти для скетчинга отдельно, для концепта, может быть, мягкие кисти, для каллиграфии или отдельно по темам проекта. У каждой тематики должна быть своя папка, и, естественно, она не должна быть безмерной. Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваша папка полностью помещалась в окне просмотра, и не нужно было прокручивать дальше. Запомните, все, что не попадает в поле вашего зрения, просто не существует. Допустим, у вас уже порядок в кистях. Следующий шаг – это собрать папку, где будут лежать, это будут самые лучшие кисти, теми, которыми вы пользуетесь больше всего. Это важно, потому что у вас может быть очень большая папка с текстурными кистями, но по сути вы пользуетесь 5, максимум 10 кистями, а остальные 50 просто лежат. Я не говорю вам их удалять. Возможно, придет такой момент, и вам понадобится именно та кисть, которая рисует вот теми кирпичиками. Сами у вас ее не будет, и вам придется искать ее в интернете. Пусть она лежит в фотошопе, если она когда-нибудь вам понадобится, вы знаете, что она там есть. Так вот, мы создаем папку, в которой будет отображаться наш ход работы. В идеале там будет не больше 2 строчек кистей. В одну строчку помещается 13 кистей. У вас может быть другое отображение кистей с названиями или с большими значками, но для меня удобно именно такое, поэтому я буду показывать на своем примере, а вы смотрите сами. Можем сравнить сразу эти папки. Вы увидите разницу. Вот папка, в которой я собрала самые наиболее используемые мои кисти из всех папок ниже. А вот папка, где у меня лежат максимальное количество кистей. Опять же, но она отображается все на экране. Это кисти я использую для своего повседневного рисования. Тут есть облака, тут есть текстурные кисти, тут есть какие-то штампы, тут есть что-то наподобие листвы. Но вы сразу можете заметить, насколько легче ориентироваться вот в этой папке, где очень мало кистей. В таком сете очень легко найти то, что тебе нужно. Одной из важных составляющих такого набора являются горячие клавиши. Я о них говорила в прошлом видео. Это горячие клавиши S и D, назначенные на предыдущую кисть и на следующую кисть. Но даже если вы не будете настраивать горячие клавиши, хотя я вам очень советую, то все-таки в таком небольшом наборе очень легко ориентироваться, даже если вы просто щелкаете правой кнопкой мыши и открываете палитру кистей. Когда мы совсем разобрались и с порядком в кистях, и какие кисти мы больше всего используем, и с горячими клавишами, некоторые рисуют начиная с лайна, некоторые рисуют от пятна. Я покажу вам, как работает моя система кистей на обоих примерах. Кстати, небольшое отступление для тех, кто не знает, как копировать кисть. Например, вы захотели подкрутить какие-то настройки, чтобы как-то изменить эту кисть, но при этом вы не хотите ее испортить, просто хотите создать дубликат. К сожалению, здесь нету простого Ctrl-C, Ctrl-V. На кистях это не работает. Я не знаю, почему Photoshop этого не сделал. Вы выделяете кисть, которую хотите дублировать, нажимаете шестеренку и нажимаете New Brush Preset. В название вы переписываете или добавляете символов, нажимаете ОК, и таким образом вы сделали дубликат кисти, который можно исправлять. Допустим, вы рисуете сначала лайн или скетч. И первая кисть у вас стоит что-то наподобие карандаша или вот такая овальная кисть. Она, кстати, универсальная, подходит совершенно для всего. Она даже отдельно у меня вынесена сверху всех кистей, потому что ей одной можно нарисовать все, что угодно. Так вот, вы выбираете такую кисть и делаете ваш скетч, какую-то форму. Этой же кистью мы заполняем эту форму, создаем маску, и уже круглой кистью мы создаем объем, да, прорисовываем объем. Это может быть круглая кисть, это может быть текстурная кисть, которая тоже находится дальше. Все зависит от того, какой у вас стиль рисования. Но процесс вы поняли. То есть вам нужно, по сути, 2-3 кисти, чтобы начать работу. Таким образом, мы получаем очень быстро начальную стадию нашего рисования. Понятно, что потом, возможно, вам потребуются кисти облаков или какие-то специальные эффекты, но для начала работы вам достаточно всего 2-3 кистей. Те, кто рисует от пятна, в принципе, процесс примерно такой же. Мы берем какую-либо кисть, она может быть текстурной, она может быть вот такой кистью для концепта. Я пользуюсь вытянутый прямоугольник, мне она очень нравится. Ей можно легко делать какие-то базовые формы.
которые потом можно доработать, ну или вы рисуете текстурной кистью. Все зависит от вашего стиля рисования. Примерно похожий процесс. Мы ставим друг за другом кисть текстурную или кисть для концепта и кисть, которую мы будем прорисовывать. Возможно, нам придется переставить вот эту овальную универсальную кисть сюда. Но, кстати, мы можем просто сделать так. Мы можем сделать дубль этой кисти и поставить его сюда. Также можно расположить друг за другом кисти для концепт-арта. Я оставлю несколько кистей здесь, и вы можете их скачать. Таким образом, у вас получается выборка самых лучших кистей из всех, которыми вы пользуетесь. Но лучше, конечно, если вы создадите свой такой набор, сядете и проанализируете, какие кисти вы используете больше всего, и выберите из них самые-самые. Ну, возможно, вам подойдет мой набор, или вы его дополните своими кистями. Я сделаю подобное видео с Procreate и Infinity Painter. Я там тоже создам набор кистей, который поможет вам быстрее рисовать и не копаться в своей библиотеке очень долго. Но саму суть создания такого набора, я думаю, вы поняли. Если вам интересно, ждите следующего видео. Для тех, кто рисует в Infinity Painter или в Procreate, там тоже будет набор кистей.